三玄变，第3变。Почему это Сяо Янь не будет мнимым святым, как говорится в названии видео? У него ведь огромный потенциал, явно он сумеет стать сильнее почтенного воина. Но давайте разберемся. Сяо Янь уже на 4-й звезде почтенного воина, поскольку поднял свою силу в цветочной фракции. Поглощение небесного пламени учителя и слияние его с техникой сжигания добавило сразу 2 звезды, а с метаморфозой пламени Сяо Янь мог сражаться с противниками 6-й звезды на равных. После событий на острове драконов пустоты и в клане Гу его сила еще больше возрастет. Представьте, Сяо Янь на пике почтенного воина, насколько он будет могущественный. Однако, достигнув 9-й звезды почтенного воина, Сяо Янь не станет мнимым святым Баншен. Почему, спросите вы? Все просто. Сяо Янь перескочит этот уровень, сразу став святым. Эта информация шокирует, но это факт, согласно оригиналу. Мы знаем, что класс мнимого святого – это своего рода переходный этап, ведущий к истинной силе святого. Он не делится на звезды с 1 по 9, а лишь на стадии. В одном из прошлых роликов задавался интересный вопрос: если полусвятой Баншен – необычное состояние даоци в классах культивации, можно ли его пропустить? Вот мы и ответили на этот вопрос. Сяо Янь сумел перескочить класс Баншен, непосредственно войдя в Доушен – святой. Как же это произошло? Ведь барьер между почтенным воином 9 звезд и мнимым святым – это крайне сложная преграда на пути любого эксперта. Существует целая система, что называется 9 шагов достижения святого, которая позволяет прорваться на следующий этап. Как, наверное, завидуют все эксперты, что годами находятся на пике почтенного воина, с огромным трудом пробиваясь на мнимого святого. А Сяо Янь такой: что зря время тратить, давайте-ка сразу на уровень святого Доушен. Но стоит сказать, что Сяо Янь все-таки прошел трудный путь реинкарнации, что был немного похож на 9 шагов достижения святого, просто этот путь был пройден в разы быстрее. И так случится это очень даже не скоро. После событий в клане Гу и даже после того, как Сяо Янь вернется в империю Цзяма, спасая своих родных и альянс Янь. Сначала Яо Лао и Сяо Янь решат отправиться на ярмарку пространственной торговли, чтобы получить 4-й фрагмент карты для очищающего пламени лотоса. На тот момент Сяо Янь уже был на вершине 8-й звезды почтенного воина, почти что на 9-й звезде. Хотя они и не смогли выиграть в торгах за фрагмент карты, они успешно забрали его у старых врагов Яо Лао. Там же на ярмарке Сяо Янь получил информацию о легендарном дереве Бодхисаттвы. Ходят слухи, что оно способно помочь эксперту стать святым, и теперь, спустя 10 тысяч лет, оно вновь готово пробудиться. Оно входило в тройку самых известных природных сокровищ на континенте даоци. А если вы смотрите это видео в Телеграме, то перейдите, пожалуйста, на YouTube-канал Киномикс и поддержите автора лайком и комментарием. Это очень поможет в продвижении. Также подписывайтесь на официальный Телеграм-канал. Древнее дерево Бодхисаттвы еще известно как древо знаний реинкарнации. Данное дерево вырастает каждый цикл в течение 1000 лет, но достигает зрелой формы спустя 100 циклов. Большинство из вещей исчезает в течение такого количества времени. Однако древнее дерево Бодхисаттвы существует отдельно от времени. Оно могло считаться одной из древнейших сущностей за всю историю континента. Когда оно появляется, то вызывает колоссальный переполох. Даже святые погибали за право или возможность обладания древом. Например, после поглощения сердца Бодхисаттвы бесталанный почтенный воин 2 звезд пересек все ограничения в развитии, а затем за короткие 5 лет достиг могущества святого, чем в итоге потряс весь континент. Сяо Янь решил отправиться на поиски дерева и пришел в древнюю пустошь. Там он сталкивается со многими своими врагами, такими как Фэнцинер. Регион древней пустоши располагается в северо-восточной части центральных равнин. Эта область была самым древним местом на нынешнем континенте даоци. Это также была запретная земля для всех людей, поскольку здесь властвовали свирепые звери. Эти звери были потомками древних времен. Некоторые из них не уступали ни одному племени в нынешнем мире волшебных зверей, за исключением древнего дракона пустоты. Другими словами, даже племя Небесного Феникса погибло бы, если бы они вошли. Даже эксперты на пике класса почтенного воина не осмелились бы сказать, что они могут успешно покинуть это место живыми. Это была истина, предоставленная бесчисленными количествами лет кровавых уроков, потому что многие эксперты вошли в пустошь в поисках сокровищ, но не вернулись. Но Сяо Янь это сделал.
И здесь же он продвинулся к 9-й звезде почтенного воина. Важнейшую роль в поисках древнего дерева и сыграло семя Бодхисаттвы, которое он получил ранее из слюны трансформации тела Бодхи. Мы помним, когда Сяо Янь использовал слюну трансформации тела Бодхи, чтобы исцелить ядовитое тело Сяо Исянь, внезапно появилось семечко, семя познания. В итоге Сяо Янь нашел древнее дерево Бодхисаттвы и оказал ему помощь. В результате оно вознаградило Сяо Яня, позволив пережить 100 реинкарнаций. Древнее дерево Бодхисаттвы обладало 3 сокровищами. Первым было сердце Бодхисаттвы, вторым — семя Бодхисаттвы, а третьим — осмысление природы мира через древнее дерево. Первые 2 сокровища были понятны, они являлись осязаемыми вещами, принадлежащими древнему дереву Бодхисаттвы. Однако третье было немного расплывчатым и мнимым. Это дерево еще называлось древом реинкарнации знаний. По слухам, оно могло предоставить таинственные эффекты, позволить испытать 100 реинкарнаций, то есть те, кто подвергнется таким реинкарнациям, имеет шанс стать Богом. Хотя это был только слух, было бесчисленное множество экспертов, которые сходили с ума из-за этой неопределенной легенды. Сяо Янь находился в объятиях древнего дерева Бодхисаттвы целый месяц. Когда он закончил тренироваться под древним деревом и очнулся, то взглянул на других людей. Содержание их душ раскрывалось под взглядом Сяо Яня в тот момент, когда он смотрел на них. Это ощущение сильно беспокоило их. В течение короткого месяца Сяо Янь испытал слишком много жизней и слишком много смертей. Уровень опасности явно не отличался от битвы с настоящим святым. Благодаря этим реинкарнациям древнего дерева Сяо Янь уже достиг предела развития 9-го этапа. Его аура была на пороге уровня мнимого святого Баншен, но он еще не был истинным полусвятым. В будущих видео нужно подробнее рассмотреть эти 9 этапов достижения святого. Сяо Янь достигнет вершины. Но как же он в итоге станет святым, мы рассмотрим в дальнейшем. И что сыграло в этом важнейшую роль. Как мы уже говорили, класс мнимого святого не делится на звезды с 1 по 9. Этот класс совершенствования делится на стадии начальный уровень, средний уровень и высокий уровень Баншен. К примеру, Джули – 3-й старейшина острова Драконов Пустоты. Его совершенствование должно быть на уровне среднего полусвятого или высокого, также называется продвинутый Баншен. Как вообще происходит прорыв с класса почтенного воина 9 звезд на мнимого святого? Существовали определенные шаги для прорыва из класса почтенного воина в класс мнимого святого, но сам шаг необъятен, как небеса. Шаг настолько страшный, что его и описывать порой даже сложно. Именно поэтому уровень развития Яо Лао очень долгое время застопорился на уровне почтенного воина 9 звезд. То же самое можно сказать про глав башни эликсиров. Если бы Яо Лао не полагался на силу нового тела во время возрождения, то даже независимо от его таланта, прорваться на следующий уровень было бы довольно сложно. Данный короткий шаг ненавидели многие эксперты и гении. От невозможности его преодоления они сожалели до самой своей смерти. Причина кроется в уникальном на пути развития методе. Только те эксперты, которые все-таки достигли того уровня, могли ощутить всю его уникальность. Некоторые высшие эксперты центральных равнин называли тот уникальный метод так: 9 этапов или шагов достижения святого. 9 этапов служат разделителями пропасти между высшим практиком уровня почтенного воина и классом мнимого святого. В конце концов, пропасть между ними действительно поражает. Чтобы описать ту сложность, потребуется более подробная система описания точек развития. Большое спасибо за просмотр. Поставьте побольше лайков, подписывайтесь на канал и всем пока!